И вот, наконец-то, долгожданное сафари. Так как выбора у нашего туроператора другого не было, это была однодневная экскурсия. Тем не менее, африканскую пятерку мы увидели. Единственное, что не входило в стоимость, так это посещение племени Масаев. День выдался облачным, и это очень хорошо, так как на открытой местности легко можно получить солнечный ожог. Не пренебрегайте одеждой с длинным рукавом и отдайте предпочтение брюкам, а не шортам. Несмотря на то, что у нас была машина закрытая с приподнятым верхом, боковые лучи солнца все же доставали. Отдыхали мы в Танзании в ноябре месяце и, конечно же, ожидали увидеть много зелени, так как сезон дождей вроде бы только что закончился. Но оказалось все совсем по-другому, и впечатления от увиденного были совершенно иными. Из-за засухи баобабы скинули свою листву, трава пожелтела, а из-за недостатка воды по пути мы встречали животных, которые погрузли в трясине и не смогли выбраться. Отъехав от аэропорта буквально метров 200, мы сразу же увидели жирафов, которые переходили дорогу. А когда наблюдали за косулями, то даже не верилось, что это Африка. Так пейзаж напоминал осень где-то в лесу. А вот обезьянка, которую так разморила от жары, что она, даже не обращая на нас никакого внимания, медленно доползла до колоды и просто на нее улеглась. Жирафы по пути нам встречались очень часто. Они паслись в дружной компании вместе с зебрами, бородавочниками и антилопами гну. Голубая антилопа гну – это территориальное животное, и, защищая свою территорию, она может нападать, поэтому мы близко не подъезжали. И лишь вблизи водоемов можно было увидеть зеленую травку, где мы и встретили забавных бородавочников. Когда они бегают, то поднимают голову вверх, точно как в мультфильме «Король лев». А это молодой упитанный львенок, у которого еще даже грива не выросла, сладко спит в тени пальмы. Так и хотелось выйти из машины и погладить его за ушком, как котенка. Но нам предстояло увидеть еще много интересного. Бегемотов хрюкающих, прям как поросята. Гиен, которые в основном прятались в тени, убегая вглубь саванны, за исключением одной, которая, как и львенок, сладко спала, охлаждаясь в воде, не обращая на нас никакого внимания. И по округлому животу было непонятно, то ли у нее будут щенки, то ли ночью она плотно покушала. Даже крокодил порадовал нас своим появлением. Спустя некоторое время мы наблюдали и, конечно же, снимали на видео, как наш водитель вместе с гидом, предварительно созвонившись с руководством и спросив разрешения, спасали косулю, которая в поисках водопоя застряла в трясине. На заднем плане виден слон, который также приходил сюда в надежде найти воду, и было видно, что его задние лапы, как и у косули, были в грязи. К счастью, ему повезло выбраться самостоятельно. Не, она же не знает, куда ей бежать. Ура! Ура! Молодцы! А те животные, которые все же не смогли выбраться и погибли, стали кормом для грифов и гиен. И только здесь я поняла, насколько жесток естественный отбор. Не тогда, когда наблюдала за львенком или гиеной, а именно сейчас. Долю адреналина я получила, когда мы подъезжали к слонам. Они были очень беспокойны, стали нападать на нас. При всем при этом водитель не спешил отъезжать.
И понятно, почему слоны себя так вели. Это вон то маленькое чудо, которое вы сейчас видите. Потом слоны, конечно же, успокоились, и мы смогли без опасений наблюдать за ними. На этом наша экскурсия завершилась, и мы, уставшие, довольные и получившие море впечатлений, возвратились в аэропорт. В заключение хочу сказать, сафари – это очень утомительно, но оно того стоит.